Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как связать без примерки слитки, причем два слитка сразу одновременно на круговых спицах. Вязать мы будем вот по этой таблице, которая изначально была напечатана вот в этом журнале. Передо мной не стояла задача показать вам красивые, украшенные слитки. Это вы можете сделать и сами. Сейчас в интернете много картинок, схем. Вы можете взять любой узор. Можете вязать аранами, можете ажурным узором, жаккардом. Можете вышивку сделать, аппликацию крючком связать. Возможности безграничны. Моя задача стояла в том, чтобы показать, как можно по таблице разными методами связать слитки. Это у нас будет второй метод. То есть я сделала второй видеоролик. Надеюсь, что будет еще один. Итак, мы снова с вами будем вязать слитки вот по этой таблице, которая взята из интернета, но изначально она была в журнале. Таблица размеров для носков. Для начала свяжем образец и посмотрим, сколько петель у нас в 10 сантиметрах. Почему именно в 10? Для того, чтобы можно было точно рассчитать, сколько петель в 1 сантиметре. У меня в 10 сантиметрах 20 петель. Значит, в 1 сантиметре 2 петли. Очень вас прошу, делайте расчеты. Вяжите образец, чтобы потом вам не перевязывать. Берем нашу шпаргалку. Теперь я буду вязать слитки на 37 размер. Значит, длина стопы 23,5 сантиметра. Вот эта длина. 23,5. Смотрим далее. Длина носка от середины пятки до начала вязания мыска. Смотрим в 37 размере. 19 сантиметров. Так же, как и в 36. Значит, вот у нас мыс. Значит, 23,5 это полностью вся стопа. А вот до начала вязания мыса от пятки 19 сантиметров. Значит, вот это расстояние у нас 19 сантиметров. Поскольку мы будем с вами вязать сразу мыс и сразу пятку, значит, мы это же расстояние убираем из пятки. Значит, здесь у нас получается 4,5 сантиметра. Значит, здесь мы тоже откладываем
4,5 сантиметра. Поскольку у нас до начала вязания мыса от пятки 19 сантиметров, значит мы от 19 сантиметров отнимаем 4,5 сантиметра и получаем 14,5 сантиметров. Значит, вот на эту часть, на центральную, у нас остается 14,5 сантиметров. Теперь мы высчитаем, сколько нам нужно петель набрать на эту центральную часть. В 1 сантиметре у нас 2 петли. Значит, мы 2 петли умножаем на 14,5. И получаем 29 петель. Значит, вот это расстояние 29 петель. Но мы будем вязать от пятки, затем к мысу и потом опять к пятке. То есть нам нужно набрать в 2 раза больше. Вот я еще одну полоску сделаю, чтобы вы видели, что нам нужно 2 раза набирать вот это расстояние. Значит, мы должны набрать 29 умноженное на 2. 58 петель. Но поскольку мы пятку будем вязать отдельно, эту часть и эту часть, а мыс будем вязать одной частью, то вот здесь нам нужна центральная петля. То есть нужно добавить или отнять одну петлю. Я одну петлю прибавлю. Вот сейчас я буду набирать 59 петель. Вязать мы с вами будем 2 слитка одновременно. Возьмите крючок, неважно какого размера, но не тонкий совсем. Делаем первую петлю. Каждый делает ее по-своему. И петлю оставляем на крючке. Затем спицу укладываем на рабочую нить и провязываем петлю. После этого рабочей нитью обвиваем спицу и вытягиваем новую петлю. Опять заводим нить за спицу и вытягиваем новую петлю. Заводим за спицу и вытягиваем. Заводим и вытягиваем. И так мы должны с вами набрать каждый свое количество петель. Я буду набирать 59 петель. Наберите сначала 58, вот я наберу 58 петель и покажу, как последнюю петлю закрепить. Вот я набрала 58 петель, 58 здесь. А вот эту петлю надеваем на спицу последнюю. И у нас получается 59 петель. По крайней мере у меня. Теперь мы эту дополнительную нить отрезаем. Вот у нас набраны для одного слитка петли. Берем либо такого цвета, либо другого, неважно. И опять набираем точно таким же методом такое же количество петель.
Итак, мы набираем столько же, сколько мы набирали и на первый следок. Вот я набрала для одного следка петли и вот для другого. Теперь берем нить основного цвета, которой будем вязать, и один ряд провязываем лицевыми петлями. Итак, мы провязываем все петли первого следка до конца. Вот довязываю я до конца петли первого следка. Вот петли второго уже. Берем от другого мотка тоже нитку. И точно так же провязываем лицевыми петлями до конца. Вяжем тоже до конца. Вот довязала я петли второго следка до конца. Поворачиваемся. Вот смотрите, вот здесь видно вот такие протяжки. Это у нас изнаночная сторона, а это лицевая. По изнаночной стороне мы тоже вяжем лицевыми петлями. То есть это у нас платочная вязка. Вяжем, значит, так петли одного следка и вяжем петли другого. Заканчиваем эти и переходим к следующему. После того, как мы с вами провязали 2 ряда, вот это будет вот таким образом выглядеть. Это вот сшивается, это вот центральная линия наша. Нам нужно найти центральную петлю. Значит, отсчитываем 29 петель, а 30 будет у нас центральная. Вот давайте найдем центральную петлю и отметим ее. Вот я повесила пока временно такой маркер. Это у нас здесь, вот это центральная петля, центр. Так, и теперь мы вяжем следующим образом. Кромочную петлю снимайте так, чтобы она не перекрутилась. Как она у вас там расположена, вы поймете. После кромочной добавляем лицевую скрещенную с протяжки. И после нее ставим маркер. Петли мы с правой стороны будем добавлять до маркера. Вот с этой стороны. Затем мы вяжем вот эту часть следка подошвы и доходим до центральной петли. Вот до нашей центральной петли. Значит, вяжем самостоятельно. Вяжем тоже лицевыми петлями до центра. Вот я практически довязала до центра.
Значит, эту петлю мы перед центральной провязываем. Затем, в принципе, этот уже маркер нам не нужен, мы его сейчас заменим. Вот центральная петля. Вот перед ней мы вывязываем петлю из протяжки лицевой скрещенной. Затем ставим маркер, провязываем центральную, ставим опять маркер и вывязываем лицевую скрещенную из протяжки. То есть в центральной части мы добавляем до маркера петли и после маркера. Затем мы вяжем в этом направлении и доходим до пятки. Вяжем опять лицевыми петлями до пятки, до последней петли. Последнюю не трогайте. Вот подхожу я в эту часть. Вот у меня 2 петли осталось. Одну провязываю. Надеваю маркер. И с левой стороны я петли добавляю после маркера. Тоже из протяжки. И тоже лицевой скрещенной. И затем кромочная. Кромочную провязывайте, как вы провязывать привыкли, но чтобы не перекрутилось. Это мы провязали лицевой ряд. Значит, с левой стороны мы добавляем после маркера петли, а в начале вязания добавляем до маркера. И точно так же вы провязываете второй следок, подошву второго следка. И переходим к изнаночной части. Вот у нас изнаночная сторона. Значит, первую кромочную снимаем, не перекручивая. И вяжем лицевыми петлями полностью всю подошву. Вот теперь мы вяжем уже в обратном направлении. Довязываем эту подошву до конца и переходим к следующей. Довязываем мы изнаночный ряд до конца. И поворачиваем вязание. И вяжем опять лицевой ряд. Вот у нас видно, что это лицевой ряд. Значит, с правой стороны в начале вязания мы добавляем петли из протяжки до маркера. Маркер переснимаем. Дальше вяжем лицевыми. Вот, вяжем лицевыми к центру. Вот подходим мы к центральной части. Вот у нас тут центральная петля выделена. Провязываем петлю и добавляем здесь до маркера и после маркера. То есть вот здесь мы с протяжки вывязываем лицевую, маркер пересняли, лицевую провязали, маркер пересняли и лицевую скрещенную провязали. Вот мы провязали эту часть. Идем на расширение. И вяжем к этой части.
Доходим мы до этой части. Вот заканчиваем. Маркер переснимаем и добавляем после маркера петлю лицевой скрещенной. И остальные лицевые. И вяжем изнаночный ряд. Вот видно, что это изнаночный. Вяжем его тоже лицевыми. Здесь мы ничего не добавляем. Итак, мы вяжем от этой точки к центральной и к этой точке доходим. Ну, довязала я изнаночный ряд до конца. Поворачиваюсь. И опять мы вяжем с вами лицевой ряд. Провязываем уже 2, 3. Перед маркерами петлю из протяжки добавим лицевой скрещенной. И опять далее лицевыми. С этой точки вяжем к центральной. Итак, мы с вами должны вязать, пока у нас вот это расстояние, вот это, не получится 4,5 сантиметра. То есть, вот мы должны вывязать по прямой и сюда, от центральной точки, 4,5 сантиметра. По крайней мере, это по моим расчетам. У вас, я не знаю, там сколько получится. Вот вы пробежите. Оно будет и здесь 4,5 сантиметра, и здесь 4,5 сантиметра. И с этой стороны тоже будет 4,5 сантиметра. Ну вот еще раз я вам покажу. Значит, вот дошла я до центральной петли. Вот она центральная. Эту петлю провязываем обычной лицевой. Здесь из протяжки, прямо перед маркером, из протяжки вывязываем лицевую скрещенную. Маркер пересняли. Центральную провязали. Маркер пересняли. И сразу после маркера добавляем лицевую скрещенную. Вот так. И вяжем дальше. Значит, как я уже сказала, вот это расстояние должно быть 4,5 сантиметра. Здесь тоже будет у вас везде одинаково по 4,5 сантиметра. И здесь у вас будет тоже 4,5. И вот так вяжем, добавляем. Ну, я говорю, это, по крайней мере, у меня 4,5. Как вы высчитаете, по какой таблице вы будете вязать, это уже будут ваши параметры. Ну вот, связали мы с вами 4,5 сантиметра. Значит, и на пятке то же самое. В прошлом видео я вам говорила и показывала, что мы вязали там 4 ряда, по-моему, высоту пальцев. В этот раз мы вязать эту высоту не будем, а будем вывязывать сразу мыс. Ну, давайте теперь считать, сколько у нас петель должно уйти на пятку. Значит, берем опять нашу шпаргалку и смотрим 37 размер.
То же самое, что и в 36-м. 44 петли, число петель наборного ряда. Они вяжут по кругу. Вот 44 петли. 44 мы делим. Вот, опять рисую. Вот они вязали по кругу. И здесь было в сумме 44 петли. То есть 11 было на одной спице, 11 на второй, 11 на третьей, 11 на четвертой. Нам нужно только 3 спицы. Значит, это будет в сумме 33 петли. И нам их нужно разделить вот на эту часть пятки. То есть половину сюда, половину сюда. Мы 33 делим на 2 и получаем 16 плюс 1 в остатке. Значит, здесь теперь у нас центральной петли нет. Мы будем делать так. Либо прибавим одну петлю, либо одну убавим, чтобы у нас было поровну. Значит, я оставляю по 16 петель. 16 сюда, 16 сюда. Значит, давайте теперь вязать 16 петель. У нас будет 16 петель вот с одной стороны пятки и 16 петель с другой стороны. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Этот маркер нам пока не нужен. 11, 12, 13, 14, 15, 16. После 16 петель мы поставим маркер. И вот эти 16 петель, вот они у нас, они будут постоянной величиной. 16, 16 это постоянная величина, которая не меняется. И дальше, значит, разобралась я с петлями клина подъема стопы. Вот число петель клина подъема стопы. В одном из видео я уже говорила, что число петель клина подъема стопы должен быть от 4 до 6 петель подъема. 6 это уже максимум, когда в ноге высокий подъем. Так вот они вот что делают. Они не описывают, что это число должно делиться на 2. То есть половину мы петель увеличиваем клин, поднимаем, а половину опускаем, убавляем. Значит, мы должны вот эти петли клин делить на 2. Вот здесь у меня в 37-м 8 петель. Значит, высота клина должна быть 4. То есть 8 деленное на 2. Вот 4 петли клина подъема. Самое большое число, сейчас мы его найдем. Вот, самое большое число это 12, видите? Число клина подъема стопы, вот они, самое большое 12. Вот, если 12 разделить на 2,
получаем 6. Вот. Значит, имейте в виду, что число петель клина подъема не должен быть больше 6. То есть от 4 до 6. Так, надеюсь, это тоже понятно. Значит, мы после маркера добавляем петлю клина подъема. Вот. Добавили одну. Дальше вяжем все петли лицевые. Вот здесь мы добавили петлю подъема клина и пошли в эту сторону к мысу. Значит, вяжем до мыса, и дальше я покажу. Вяжем лицевыми петлями. Вот дошли мы до мыса. Вот у нас здесь центральная петля, и мы должны делать убавление, то есть вывязывать в мыс. Здесь можно убавлять по-разному. Можно 3 петли провязать вместе. Я решила делать по-другому. Я 2 петли провяжу лицевой с наклоном влево. Одну петлю снимаю, вторую провязываю и на нее надеваю снятую. Одну петлю убавила. Маркер переснимаю. Центральную провязываю лицевой. Маркер переснимаю. А эти 2 петли буду провязывать с наклоном вправо. То есть ввожу спицу сначала во вторую петлю, потом в первую. Вот таким образом. И провязываю лицевой. Это у меня пошла петля с наклоном вправо. Вот это вправо, а это влево. И тоже одну петлю убавила. Затем вяжем лицевыми. И вяжем так. Оставляем тоже с этой стороны 16 петель. Вот эти 16 петель оставляем. Вот довязала я, и у меня осталось 16 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 16 петель. Значит, ставим маркер. С этой стороны мы перед маркером вывязываем лицевую скрещенную. Маркер пересняли. И провязываем 16 петель, которые у нас не меняются. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Этот маркер уже нам не нужен. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Поворачиваем вязание. Ну, вы здесь смотрите сами, как вязать. Здесь уже можно вязать жаккардом, цветными полосами. Это уже у вас пошел узор вот этой части. Здесь вы вяжите, как Бог на душу положит, как вам нравится. Я красоту не буду соблюдать, так как у меня задача не стоит связать красоту, а научить вас вязать по схеме. Поэтому я буду вязать здесь изнаночными. Причем вяжу изнаночными классическими. Спицу ввожу в петлю, набрасываю на нить и вытягиваем. Это классические изнаночные петли.
А бабушкины, я уже и забыла как, вот так, по-моему. Бабушкиным методом вот так провязывают. А я вяжу классическим. Так, провязываем эти 16 петель. И дальше вяжем до конца слитка. Значит, мы должны прибавить 4 петли для клина. Вот я отмечу, что мы одну прибавили. Я вам еще раз покажу. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Это у нас постоянная величина, которая не меняется. Маркер пересняли. И сразу после маркера вывязываем из протяжки лицевую скрещенную. Это мы добавили еще одну петлю. И давайте отметим. Вяжем до мыса. Я вам еще раз покажу. Вот дошли мы до мыса. В этой части мы находимся. Значит, вы потом будете сами провязывать, как вы хотите убавлять. Я буду, значит, одну снимаю, вторую провязала и на провязанную надела снятую. Петля, видите, наклонилась влево. Значит, это 2 петли, провязанные лицевой с наклоном влево. Маркер пересняли, центральную провязали, маркер пересняли, а эти 2 петли провяжем лицевой с наклоном вправо. Вот, и у нас петля легла вправо. Далее мы вяжем опять лицевыми до этой части пятки. Вот довязываем до пятки с другой стороны. И здесь мы перед маркером тоже добавляем петлю из протяжки и провязываем лицевой скрещенной. И далее у нас опять 16 петель. Вот этим. Так, обратите внимание на край, чтобы он был у вас вот таким. Петли не перекручивайте. Опять вяжем изнаночными петлями и еще 2 ряда добавляем в лицевых рядах. Вот я здесь добавила 4 лицевых скрещенных. Вот мы нашли, что 8 петель подъема. Вот они. Мы их разделили на 2. То есть получилось 4 петли. Эти петли, они появляются
когда вы вяжете носки, автоматически. Когда вы вывязываете пятку, эти петли подъема, они уже автоматом там получаются. Потом, когда вы пятку заканчиваете, вы набираете по боку, по бокам набираете петли, и вам приходится их убавлять, потому что они лишние. А появляются они автоматически там. Теперь эти петли, 4 петли, вот они у меня, 1, 2, 3, 4, вот как раз. Их надо убрать. Опять мы провязываем 16 лицевых, по крайней мере у меня так. Вот, вяжем опять 16 лицевых, неизменно. Маркер пересняли, а 2 петли провяжем вместе. Можете провязать с наклоном влево, но я буду провязывать с наклоном вправо. Вот так. Мы убавили 1 петлю. Вот мы их теперь убавляем. И дальше мы вяжем с вами до мыса. И убавляем опять 1 петлю, то есть 2 провязываем вместе до маркера, 1 провязываем и 2 вместе провязываем после маркера. Значит, в мысе мы убавляем. Вот дошла я до мыса. 2 провязали вместе. Маркер сняли, центральную провязали. Маркер сняли. И 2 петли вместе провязали лицевой с наклоном вправо. Вяжем далее лицевыми вот эту часть и доходим до пятки. И здесь мы убавляем 1 петлю. То есть 2 петли мы провяжем вместе с наклоном влево. Вот довязала я до 2 маркера. Значит, здесь на этой стороне 1 снимаю, 2 провязываю и на нее надеваю снятую. 2 петли с наклоном влево. И далее 16 лицевых у меня. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Затем вяжем изнаночный ряд. И в лицевых рядах будем убавлять еще 3 петли. Вяжем самостоятельно. После того, как мы с вами убавили все петли клина подъема, сколько мы прибавили, столько же убавили. Вот у нас так получается. Теперь мы будем вязать резинку. Резинку можно вязать любую. 1 к 1, 2 к 2, 2 к 3, ну разную. Я буду вязать резинкой 1 к 1. Причем вы, если будете вязать этой резинкой,
Распределите петли так, чтобы на центральную петлю у вас попала лицевая. Здесь будет лицевая, изнанка, лицевая, изнанка, лицевая, изнанка и так далее. Распределите. И так, как я сказала, я буду вязать резинкой 1 к 1. То есть одна лицевая, одна изнаночная. У меня получается, кромочную снимаю, следующую у меня изнаночную. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И так мы вяжем по всему следку. Вот дошла я до центральной петли. Здесь у меня была лицевая. Здесь у меня будет изнаночная. Маркер нам уже не нужен. Центральную лицевой провязываем. И маркер не нужен. И опять изнаночную. И у нас центральная так и осталась лицевой петлей. И дальше продолжаем вязать резинкой 1 к 1. Итак, мы должны высоту провязать. Я, по крайней мере, провяжу всего-навсего 4 ряда. То есть вот сейчас вот лицевой, потом изнаночный провяжу, опять лицевой и опять изнаночный. После того, как провязали резинку 1 к 1, 4 ряда, мы ее закрываем. Значит, первую петлю мы снимаем, вторая изнаночная. Изнаночную провязываем изнаночной и на нее надеваем предыдущую. Затем лицевая, провязываем лицевой, на нее надеваем предыдущую. Затем изнаночная, провязываем изнаночной и на нее надеваем эту петлю. Опять лицевая, на нее надеваем предыдущую. Изнаночная, на нее надеваем предыдущую. Лицевая, надеваем изнаночная, надеваем. И так закрываем резинку по всему следку. Итак, закрыла я резинку. Теперь мы основную нить отрезаем и завязываем узел. Теперь наш следок складываем пополам. Берем эту же нитку и отмеряем длиной в 3 раза, где будем сшивать. Так вот. И сюда вверх. Вот 1 раз мы замерили. Второй. И 3. Вот длина нити в 3 раза вполне хватит на то, чтобы нам сшить следок. Берем пластмассовую иглу. Выворачиваем наизнанку и смотрим,
Вот здесь, смотрите, есть петля типа центральная. Вот это центральная. А вот этой петли основного цвета центральной нет. Ее. Вот если вы проведете от центральной петли и сюда иглу введете, видите, она между двумя петлями основного вязания. Вот эти петли мы с вами две и возьмем. Вот так. Взяли две петли, вставили хвостик. Теперь смотрите, вот отсюда вышла нить. Значит, следующую петлю я уже показывала, как сшивать. И вводим в ту петлю, вот где у нас нитка вышла. Вот сюда. Значит, хвостик вот такой петли оставьте. Почему? Потому что вы будете видеть, в какую петлю вводить иглу. А тем более, когда вы будете сшивать темное полотно, петли будут плохо видно. А имея такую петельку, вы увидите, куда вводить крючок, куда вводить иглу. Ну вот теперь можно затянуть. Вот, оставляем петлю. Здесь у нас нитка вышла. А в следующую петлю вводим. Старайтесь дополнительную нить не захватывать. Тогда будет легко распускать. Вот у нас нитка здесь вышла, а в следующую петлю вводим иголку. Теперь эту затягиваем. Здесь оставляем петельку. В следующую петлю вводим. И в ту петлю, откуда нить вышла. И затягиваем. В следующую петлю. И откуда вышла нить. И затягиваем. И так мы пока с вами сшиваем только вот эти петельки, где у нас бросовая нить находится. Вот до сюда. Дальше я вам покажу. Вот я дошиваю до конца подошву. Вот и переходим к пятке.
Значит, в пятки сшиваем следующим образом. Эту петлю еще оставляйте. Берем вот за полупетлю снаружи и вводим иглу туда, где вышла нитка. И затягиваем. Теперь вот сюда полупетлю и в эту же, откуда вышла нитка. Вот у нас косичка. За эту полупетлю берем и туда, где вышла нить. Опять вот не за верхнюю, а за нижнюю полупетлю. И где вышла нить. За эту. И где нитка вышла. За следующую полупетлю и сюда. Вот. Теперь в следующую и сюда же. В следующую и сюда же. Вот, и так мы сшиваем. Теперь уже мы сшиваем заднюю часть до самого конца. Вот для этого я вам и говорила, что нужно вязать так, чтобы были косички, потому что за них цеплять и сшивать очень удобно. Ну и вот такой вот хвостик у нас остался всего-навсего. Можно было даже в 2,5 раза отмерить. Ну, в принципе, ничего страшного. Ну вот, сшили мы. Вот, шов на пятке внутри. Вот здесь у нас совпало все. И теперь будем распускать вот эту нитку дополнительную. И вот распускаем. Вытягиваем нитку. Если где-то не зацепили, то должно распуститься хорошо. Ну, вот такая подошва у нас получается. И вот с лицевой стороны. Точно так же распускаем и в другом слитке дополнительную нить. Дальше на ваше усмотрение. Вы можете обвязать крючком здесь. Можете сделать вышивку, аппликацию. Все, что вам угодно. Вот. Могли бы полосками цветными связать, либо жаккардом, либо каким-нибудь ажурным узором. Ну, теперь давайте с вами свяжем цветочек для украшения слитка. Берем
менее более симпатичную нитку. Обматываем вот так 2 пальца. Крючок вводим под кольцо и вытаскиваем петлю. Провязываем еще одну воздушную петлю. 2 петли заменят нам столбик без накида. Теперь вывязываем столбик без накида и считаем, что их у нас 2. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь вот за этот хвостик затягиваем. Потом впоследствии мы затянем посильнее. Так, вот у нас самая верхняя петля. Вот сюда мы и соединяем. Вывязываем 1, 2, 3. Вот в эту же петлю, только под 2 ниточки, вывязываем столбик с одним накидом. 1. Сюда же вывязываем 2. 2 накида. Сюда же вывязываем столбик с 2 накидами. Теперь вывязываем 2 столбика с одним накидом. Вот 1. И вот 2. 1, 2, 3. 3 воздушные петли. И сюда же мы соединяем соединительной петлей. И вот такой лепесток у нас получается. Затем, значит, вот у нас следующая петля. Под нее ввели крючок и провязали соединительную петлю. Под следующую вводим крючок, тоже соединительную. 1, 2, 3, накид. Вывязываем 1 столбик с одним накидом. 2 столбик с одним накидом. Столбик с 2 накидами. Сюда же столбик с одним накидом. Еще 1 столбик с одним накидом. И 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в эту же петлю соединяем соединительной петлей. Вот у нас следующая петля. Соединительную провязываем. Следующая петля соединительную и 3 воздушки. 1, 2, 3. Накид. Сюда же столбик с накидом 1. Сюда же 2. 2 накида. Вывязываем столбик с 2 накидами. Накид. Столбик с одним накидом сюда. Накид. Еще 1 столбик с накидом. 1, 2, 3. 3 воздушные.
Сюда же соединяем. Под следующую петлю вывязываем соединительную петлю. Вот, и так вяжем 5 лепестков. Еще 2 лепестка здесь у нас. Ну вот, связали мы этот цветок. Нитку обрезаем. Можно подлиннее нитку отрезать, чтобы ею сшить можно было. Вот, а маленький хвостик, который у нас изначально был, затянули. И вот у нас отверстие закрылось совсем серединкой. Теперь берем следок. И вот с этой стороны пришиваем. А у другого следка пришивайте с другой стороны. Вот эти нитки заправим внутрь. Вот. И длинной ниткой, длинным концом нити, вот здесь прошейте. Вот по контуру прошейте иголкой, чтобы они не оттопыривались, а лежали как следует. И все, и следок будет закончен. Ну вот и связали мы с вами 2 следка одновременно. Вот один и вот второй. Значит, на одном следке цветок с одной стороны, и на другом следке с другой стороны. Вот 2 следка одновременно мы с вами и связали. Значит, всего вам доброго. Спасибо за внимание.